Окей. Поехали. Добрый день, здравствуйте, уважаемые дорогие любители Таро, любительницы, любители, неважно. Рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы продолжаем цикл лекций, открытых лекций по младшим арканам Таро. Старшие арканы мы уже прошли, можете поискать плейлист на канале. Вот. Сегодня младшие, у нас уже девятки. Если вы впервые смотрите мои видео, впервые попали на мой канал, подписывайтесь, не стесняйтесь, ставьте лайки, комментируйте. Это очень помогает продвигать канал, очень мотивирует меня выпускать новые видео. На самом деле на YouTube очень нужны лайки и комментарии. Я думаю, что вы в курсе уже, каждый ютубер это просит, но вот без этого никак. Поэтому вот у меня к вам тоже такая просьба. Значит, что у нас по предыдущим картам? Давайте, наверное, включим лекцию. На прошлом занятии на прошлой лекции мы с вами разбирали восьмерки. На каждой лекции я пытаюсь захватить немножечко предыдущие карты и показать, как она развивается в следующую. Просто-напросто потому, что логика в развитии есть. Рассматриваю я сразу всю четверку, да? То есть, если мы рассматривали с вами на прошлой лекции восьмерку, то это была восьмерка пентаклей, восьмерка жезлов, либо посохов, как ее еще называют, восьмерка мечей и восьмерка кубков. Сегодня будут девятки. Почему я рассматриваю их сразу по 4 штуки? Было бы логично, наверное, по одной смотреть, да? Все-таки одна карта, одно значение. Но тем не менее, в каждой восьмерке, в каждой девятке, шестерке, семерке есть что-то общее. Все 4 масти имеют одну общую идею, которая идет вот по этой вертикальной линии, по линии девяток. Да? И ее очень хорошо рассматривать именно на контрасте мастей, на контрасте стихий. Земля — это одно, огонь — другое, но вот разница в значении дают хорошо прочувствовать и стихию, то есть масть карты, и, собственно, само глубокое значение карты. Напомню, что я не рассматриваю такие обычные практические значения карт в общем, скажем так, понятии. Да? Я скорее пытаюсь дать ученикам глубокое понимание карты, суть ухватить. Если вы ухватываете эту самую суть, вы легко можете работать и с перевернутой картой, и с картой, которая выпадает на работу, на какую-то личную ситуацию. То есть, в принципе, понимание карты развязывает вам руки и избавляет от необходимости заучивать все эти десятки значений на каждую карту. Вы просто-напросто уже в ходе практики нарабатываете себе свои личные индивидуальные ощущения карты. И гадание получается более точным, более индивидуальным, более, можно сказать, мастерским, менее шаблонным. К этому, в принципе, и нужно стремиться в картах Таро, потому как карты Таро — это не наука, это даже не псевдонаука, это скорее искусство. Искусство чтения карт — это то, что человек пропускает через свою душу, через себя, а не только через сознание. Там важное значение играет интуиция, поэтому очень важно прочувствовать карту, а не просто ее понять головой. Вот к этому я и веду. Если вас интересуют все-таки конкретные, точные значения карт, как они раскрываются именно в раскладах, в какой-то ситуации, в рабочей либо личной, я провожу занятия групповые, в которые набираю желающих, заранее набираю. Да, вот у меня уже есть список желающих на зимний поток. Будет 2 группы по 7 человек. Группы небольшие, потому как я работаю с каждым человеком. Не индивидуально, конечно, но группа у меня работает так. Мы общаемся на лекции, работаем мы через Zoom. Каждый человек имеет возможность задать вопрос, вступить со своим мнением, конкретизировать как-то свое ощущение от карты, показать свой расклад. Я даю домашнее задание на какие-то расклады, карта дня, опять же. И мы с каждым человеком работаем, можно сказать, что почти индивидуально, настолько, насколько это возможно в группах из 7 человек. Больше я стараюсь не брать, потому как это уже, больше похоже просто на чтение лекций. В малых группах есть возможность работать с обратной связью. И это, я так понял, людям как раз это и нужно. Поэтому, если вам нужно такое обучение, контакты есть в описании видео. Пишите
на WhatsApp, либо подписывайтесь на мой канал в Телеграме. Там я мало того, что какие-то интересные картиночки шутейные, да, размещаю временами. Там же я и оповещаю о выходе нового видео, либо нового эфира, так как YouTube, вы знаете, не всегда высылает оповещение о начале эфира, либо о новом видео, поэтому вот в Телеграм-канале можно себе это оповещение, как бы с моей стороны, я обязательно делаю превью такое, да, что вот у нас сегодня эфир. Вот, как-то так. Поэтому подписывайтесь и на канал, и на Телеграм-канал. Это будет удобно. Ага. Так. Вот так вот. В общем, минутка саморекламы закончена, да? Это тоже важно. Я прошу прощения у тех, кто давно меня смотрит и вынужден все это слушать каждый раз по пару минут в начале каждого видео. Но много народу приходит с нуля, да, впервые меня видит, и им тоже нужно это знать. Ну а теперь начнем по девяткам, да. Хорошо, так, что там в чатике пишут? Я временами буду отвлекаться на чатик, просто потому, что там бывают очень дельные, толковые вопросы время от времени. Вот, поэтому, вот уж извините меня, но это тоже важно. Опять же, может быть, этот вопрос и вам будет интересен. Вчера, присоединяюсь с нетерпением, буду ждать лекции Таро Монара. Ваша подача мне очень нравится. Напишите, пожалуйста, в комментариях к этому видео, нужна Монара, либо, может быть, дать больше внимания каким-то разборам. Ну вот, допустим, у меня есть идея разбирать фильмы, какие-то блокбастеры известные по картам Таро. Это не новая идея, но так как моя подача многим нравится, а я люблю кино, и в обучении у меня тоже очень много из кинематографа, там живые, яркие визуальные образы, они очень помогают в понимании Таро. Поэтому я думаю, вот еще дать разбор по фильмам. Ну и Монара. Нужно Монара? Нет. Большая часть зрителей говорит, что нужно, но мало ли что, может кому-то Монара не очень интересно. Вчера в ТикТоке видела Монару, заклеили все нюансы голые черным пластырем, чтобы не заблокировали. Но это в ТикТоке. Я в ТикТоке, я не настолько молод, чтобы в ТикТоке заседать. Хорошо, хорошо, нужна Монара. Окей. Посмотрим, что можно будет сделать. Девяточки. Девятка пентаклей. Если вы помните предыдущую лекцию, если что, вот ссылочка будет где-то в углу оповещения выйдет, и будет ссылочка на плейлист с младшими арканами, если вдруг вы пропустили. Напомню, восьмерка. Ощущение ритма. Да? Ощущение ритма рабочего, который приносит практически наслаждение. Практически физическое удовольствие от самого процесса работы. Это когда вы входите в ритм, да, входите в раж в такой, да, и как бы чувствуете, что вот идет работа. Надо, ковать железо пока горячо. Пока хочется работать, нужно работать. Что значит хочется работать? Значит, что вы получаете удовольствие от процесса работы. И вот это ощущение нужно ловить и делать таким относительно постоянным. Потому что первое ощущение постоянства, стабильности некой у нас возникает в четверке. Там, где человек хочет как-то закрепить свое ощущение от процесса. Да? А в восьмерке у нас происходит такое более длинное ощущение постоянного процесса, рабочего ритма. И постоянство по восьмеркам идет как раз в постоянстве ритма. Да? Когда вы входите в рабочий ритм и чувствуете, что этот поток вас несет. Особенно остро, ярко, напомню, это ощущается после того, как вы из семерки, из отпуска, да, выходите опять на работу и должны поймать вот этот рабочий ритм. В понедельник это чуть-чуть чувствуется, ну и где-то в середине к среде вы выходите на такой хороший постоянный режим, который к пятнице опять начинает спадать. И вот эта вот волновая такая штука каждую неделю, вот это и есть это ощущение постоянного рабочего ритма, в который опять приходится входить после отпуска. Что же у нас идет по девяткам? А по девяткам у нас идет такая интересная тема, что если в восьмерке вы прочувствовали удовольствие, да, от общения с каким-то человеком, причем физическое общение, по восьмерке идет физическое удовольствие, то есть это намек и на секс, ну как намек, это практически
бывает очень прозрачный намек, скорее даже ощущение того, что мне приятно с этим человеком общаться до такой меры степени, да, что я даже готова с ним лечь в постель и, возможно, задуматься о браке. Вот это идет физическое удовольствие от постоянного общения с человеком. Общение с постоянным партнером, когда секс происходит на постоянной основе, а не разово случайно где-то. То же самое с работой. Если вы нашли нужное для себя рабочие ощущения, удовольствие от работы, вы делаете его постоянным, ходите на одно и то же место работы, занимаетесь одним и тем же. Вот как мне нравится делать эфиры, и я уже чувствую, что без этих эфиров мне уже как-то, какая-то ломка наступает, уже что-то не то, уже чего-то не хватает, хочется опять включиться в этот рабочий ритм. По девятке. Что важно? По девятке важно, скажем так, понять, что вы почти достигли нужного результата. Может быть, не конечного, но очень близко к этому. Почему я говорю об этом в девятках? Потому что девятки — это ощущение почти финала, почти финальной прямой, финишной прямой. Знаете, такое ощущение, да, когда вы уже видите, что вот, я практически достиг своей мечты, но осталось совсем немного. Можно, конечно, нажать, если вы торопитесь. Можно нажать, если вы соревнуетесь с кем-то, поднажать, дать газу. Но если вы чувствуете, что у вас и так все получается, не нужно излишне спешить. Нужно просто продолжать наслаждаться этим процессом, радуясь, что у вас все получается. Ощущая себя, скажем так, в постоянном спокойствии. Потому как налаженный рабочий ритм дает вам налаженный доход. Вы понимаете, что даже если вдруг что-то собьется, что-то случится, все равно у вас есть определенный запас, скажем так, такой буфер, да, который не позволит вам сильно просесть. И даже если что-то произойдет, какие-то мелочи жизни, все равно вас нужного ритма, с нужного толку не собьют. Вот в восьмерке мы этот ритм поймали, в девятке мы перестали волноваться по поводу того, что что-то может произойти. По Земле это очень важное ощущение, по стихии Земли в Пентаклях. Почему? Потому что Пентакли — это самая стабильная стихия. Стихия, которая любит неподвижность и не любит торопиться. Что мы с вами видим в восьмерке? Давайте расшифруем вообще, что же мы с вами видим. Во-первых, первое, что бросается в глаза, это богатая одежда женщины. Она так отливает чуть-чуть золотом, отчетливо видно, что это не рабочая какая-то одежда, да, если вот сравниваем с восьмеркой. Там мы видим человек рабочий, работяга, да, сидит, фартух завязал, причем отчетливо видно, что это фартук, отчетливо рабочее ощущение. Тут скорее ощущение отдыха. Выхода в свет, может быть, да, где мы уже одеваем что-то подороже, более нарядное что-то такое. Да и вообще сама форма одежды предполагает, что эта женщина богатая. Если вы чуть-чуть знакомы со средневековьем, со средневековыми хотя бы изображениями, то тут отчетливо богатая женщина. Опять же, обстановка какая у нас? Это сад. Сад богатый. Винограда много, то есть плоды, которых мы так долго ждали в семерке, в конце концов созрели, до нас дошли, мы, скажем так, их поднакопили, и теперь мы не волнуемся по поводу будущего, потому как у нас хватает вот этого запаса, чтобы спокойно думать о том, что мы будем есть сегодня, завтра, послезавтра, то есть мы уже не боимся будущего, не волнуемся по его поводу. Вот это богатство плодов указывает нам на то, что да, все хорошо в этой ситуации. Девятка Пентаклей — это хорошая карта, которая указывает, что у вас что-то получается в этой жизни. Не то чтобы вот у вас какой-то есть отдельный итог, да, отдельный какой-то результат, что-то у вас один раз вышло. Это скорее по семерке мы ловим ощущение, что ага, наша работа приносит плоды. Относительно постоянные. По четверке мы первый раз поймали ощущение, что вот это тот минимум, который мы можем зарабатывать, мы хотим оставить его на постоянной основе, поэтому продолжаем его развивать, вкладываем в пятерки деньги, немного теряем их, но зарабатываем с избытком дальше. Продолжаем дожидаться более серьезных результатов своей работы.
Потихонечку входим в рабочий ритм по вот этому заработку, да, и в девятке мы уже успокаиваемся, потому как и рабочий ритм знаем, и результаты у нас периодически появляются, и появляются. Не первый сезон уже, да, мы знаем, что нас ждет в будущем, поэтому мы спокойно делаем свою работу. По пентаклям может идти работа, потому как пентакли это всегда ощущение необходимости заработка, ощущение практичности. Отдыхать все время это непрактично. Иногда отдыхать нужно. По этой карте идет ощущение отдыха, потому что ты уверен в своем будущем. Это когда вы едете в отпуск, зная, что в принципе, ну что, отпуск закончится, опять выйду на работу, все будет нормально, да, меня не уволили, денег я всегда смогу заработать. Поэтому волноваться особо по поводу отпуска не стоит. Хочу на Канары еду, хочу там, я не знаю, в Крым или еще куда-нибудь. Ну вот. Так что это скорее ощущение того, что все хорошо. Может быть не идеально, потому как это девятка, а не десятка. Да? По нумерологии идет ощущение полноты по этой цифре. В девятках есть ощущение полноты, но в них же есть еще и ощущение незавершенности, неидеальности. Почему? Потому что у нас же еще десятка есть, нам есть куда расти. Но о десятках на следующей лекции. Вот тут уже задали вопрос по улитке. Да-да-да, в самом деле, вот там есть такая улиточка. Если вы видите, да? Это намек на то, что торопиться по этой карте не надо. Двигаться, конечно, нужно. Некоторые считают, что эта карта чрезмерно стабильная, она ничего не делает. Нет, почему же? Человек чем-то занимается на этой карте. Стабильность и как бы пауза такая, да? Попытка сохранить, закрепить. И результат у нас есть в четверке. Вот там человек сидит. В самом деле пытается удержать ситуацию в неизменном положении, зафиксировать ее как-то. В девятке нет фиксированности, но в девятке есть ощущение неторопливости. Действительно богатый человек никуда не спешит, потому что он не боится опоздать. Даже если он опоздает где-то, ну подумаешь, ничего страшного, не обеднею, да, раскупят все, ну ничего страшного, куплю в другом магазине чуть дороже, что жалко что ли денег еще себе. За работу я знаю, как зарабатывать деньги. Поэтому истинно богатый человек не тот, кто имеет много денег, а тот, кто знает, как их заработать, знает, как их вложить, знает, как наладить себе правильный рабочий ритм и не беспокоиться о своем будущем, спокойно, уверенным, неспешным шагом туда движется. Вот. Чем же занимается эта женщина? Во-первых, это отдых, намек на отдых. Почему намек на отдых? Потому что, что она держит в руке? Держит в руке она птичку. Ну, не то чтобы держит в руке. Скорее, эта птица сидит у нее на руке. Это специальная, особенная птица, да. Кстати, я по-моему, вчера, да, выложил карту девятка пентаклей из одной альтернативной колоды. Там женщина просто держит птицу с каким-то длинным хвостом, красивую такую птицу. Вот там чуть-чуть неправильно. Почему? Потому что когда человек держит на руке просто птицу красивую, это в принципе ничего особо не значит. А вот когда человек, у которого рука одета в кожаную перчатку, держит на руке птицу с какой-то штукой на голове, это охотничий сокол, охотничья птица. А женщина богатая, она занимается соколиной охотой. Соколиная охота это была прерогатива богатых людей. Да и сейчас, в принципе, ну, если вы знаете, в Арабских Эмиратах, да, вот еще есть традиция соколиной охоты, есть где-то еще, но прям в Арабских Эмиратах это очень модно сейчас, в последнее время. Этих соколов покупают за сумасшедшие деньги. Вот. И фишка соколиной охоты как раз в том, что она не предназначена для добычи мяса. Охотятся обычно, ну зачем в средние века охотились? Чтобы еды себе добыть. Чтобы убить оленя там или еще кого-то, кабана, принести домой мясо. Вот. А тут женщина охотится для собственного удовольствия. Потому что она богатая, она знатная женщина, она уже добилась в жизни того, что ей нужно, может немного развлечься в свободное, скажем так, от работы время. Очень важно не только работать,
но и чередовать свою жизнь с получением каких-то физических удовольствий, интересных. Плюс еще намек на физическую активность, скажем так. Потому что человек не сидит дома, да, такой вот. Я ничего не делаю, мне и так хорошо, там мороженку кушаю, да. Намек на это есть, конечно. В какой карте? В девятке. Да что такое? Сегодня у меня бунт машин. В девятке кубков есть намек на такого человека, который сидит, и ему и так все хорошо. Вот по пентаклям правильный намек, что если у вас в жизни все хорошо, не забывайте о своем теле, не забывайте о физическом здоровье, выходите на свежий воздух, занимайтесь спортом. Но это так, как бы одно из значений, второе, третье, пятое, десятое. Основной смысл, конечно, это ощущение, скажем так, богатства. Традиционно у нас значение богатства люди пытаются впихнуть в десятку. Вот на следующей лекции я вам объясню, почему богатство у нас в девятке, а не в десятке. В десятке у нас достаток, забегая вперед. Вот богатство у нас в девятке. Потому что тут отчетливо богатая женщина. Мужчина в десятке, он не то чтобы богатый, ему хватает, ему достаточно. Да? Это другое ощущение богатства, более правильное. Но до десятки еще надо дожить. Обычно в раскладах эта карта выпадает на ситуации, когда у человека все более или менее хорошо. Ну, то есть работа устраивает, он получает от работы удовольствие, он не особо спешит с карьерой, потому как он понимает, что ему хватает на жизнь, ему нормально, более того, доход идет, растет. Да, девятка карта, скажем так, по пентаклям карта достаточно активная. Хотя все девятки имеют оттенок такой слегка притормаживания перед финальной десяткой. Поэтому, скажем так, это активность, но достаточно аккуратная, осторожная, неспешная. Поспешай, не торопясь. Знаете, есть такое выражение. Вот это как улитка. Она вроде бы все время движется, она куда-то спешит, но она не торопится, потому что ее характер неторопливый. Вот вам намек на истинный смысл этой карты. Работать нужно, получать удовольствие от работы тоже нужно, ловить рабочий ритм нужно. В девятке важно помнить о себе, о собственных удовольствиях, о радости жизни. Иначе, если вы будете пытаться заработать все деньги этого мира, то все равно вы потерпите фиаско. Но если вы заработали себе столько, что вы отчетливо чувствуете достаток, да, хватает, отличного, ну окей, притормозите немножко это ощущение, чтобы не слишком забегать вперед. Вот. Перевернутое значение карты скорее играет в негатив. Что значит играет в негатив? Это то же самое. У вас есть ощущение богатства, у вас есть ощущение, что у вас вообще все хорошо. Как это, добился успеха в жизни. По перевернутому значению это чувство вам мешает. Часто люди, переворачивая карты, добавляют просто, даже можно сказать, тупо добавляют приставку «не». То есть, если у нас в девятке лежит богатая женщина, да, то по перевернутой якобы она не богатая. Ну, извините, как вы ее не крутите, беднее она от этого не станет. Но чувство богатства может вам порой мешать в каких-то ситуациях. Когда вы можете забыть о том, что нужно ловить правильный ритм, правильный темп. Когда вы теряете, теряете чувство ритма жизни. Слишком концентрируетесь на удовольствиях. Думаете о том, что нужно только вам, и забываете о практичности, о прагматике. Вот это уже хуже. Да? Допустим, по перевернутой карте очень часто идет лень. Желание развлекаться, потому что, вам кажется, да я и так уже денег заработала нормально, да, что мне спешить, я никуда спешить не буду. И часто такие люди отстают от тех, кто все-таки ловит более правильный ритм. Отдыхать, конечно, нужно, но жить только развлекаясь, это плохо. По перевернутой карте очень часто бывает такое ощущение, что вот, особенно если мужчина, да, если карта выпадает на чувство мужчины к женщине, перевернутая карта,
то можно сказать, что мужчина начинает подозревать, а не с жиру ли ты бесишься, дорогая моя? У тебя же и так все хорошо, ты мне выставляешь какие-то претензии, я вижу, что у тебя там платьев хватает, да, у тебя есть что одеть, все шкафы забиты, а ты мне жалуешься, ой, нечего одеть, нечего одеть. Ну, женщины-то, конечно, могут сказать, ну, бывает так, что нечего одеть, в самом деле, вроде весь шкаф есть, но чувство мужчины никто не отменял. Мужчине-то по перевернутой карте все равно кажется, что у нее там полный шкаф шмоток, а ей тут нечего одеть. Зажралась, жиру бесится, выпендривается, да? То же самое и в чувствах. Мужчина может думать, что да у нас все хорошо, у нас нормально, секс ей нравится, денег я ей нормально приношу, в рестораны вожу. А женщина все равно выставляет какие-то претензии, ей не все нравится, она хочет большего, допустим, да? Вот. И тут возникает ощущение, что мужчина вполне справедливо может сказать, не, ну слушай, я же обеспечиваю тебя, у тебя все есть, все, что нужно. Что ты от меня все время чего-то требуешь и требуешь. Тут, опять же, все зависит от ситуации. Может быть такая ситуация, где в самом деле жиру бесится, там какая-нибудь любовница или еще что-нибудь. Ну, вот. По работе перевернутая девятка часто выпадает в значении многовато денег мы платим этому работнику. Работает он так, спустя рукава, да, абы как. Денег получает много, загордился, возгордился, поэтому считаю, что ой, и так нормально платят, что я там работать буду, да. Посижу, вот кофе попью с подружками, перетру какие-то новости, да. Вот это перевернутая девятка. Когда слишком медленно человек работает, слишком он не боится своего будущего, слишком он уверен в том, что все будет хорошо. То есть перевернутая карта у нас играет негативом по тому же самому чувству. По прямой девятке все хорошо, по перевернутой слишком уж у вас там все хорошо. Порой так оно и бывает. Так, что там в чатике? Изображение винограда как-то связано с удовлетворением жизни? Есть связь с виноградом в Дьяволе и Тройке кубков. Ну, какая-то связь вполне может быть. Виноград — это сладкий фрукт. Это не картошка, которую нужно есть как бы для удовлетворения потребностей. Это не хлеб, который является базовой пищей, да, являлся там в средние века. Вот, виноград — это скорее такое, что-то приятное, вкусное, да, доступное, ну, фрукты, да. Мы, конечно, понимаем, что они тоже нужны, вот как витамины в фруктах содержатся, да. Вот, но тем не менее, если ты увлечен работой, тебе нужно есть что-то, какую-то более плотную пищу, да, белковую и прочее всякое такое. Фрукты — это так вот, вы на расслабоне возле бассейна можете скушать фруктик. Вот, намек на это скорее. Дьявол там такой. Дьявол — это желание приятного для себя. Можно питаться там вареной грудкой куриной, да. Рацион может быть тщательно выверен, но хочется сладенького, временами вкусного. Вот по девятке нужно давать себе в жизни какие-то маленькие радости, маленькие удовольствия. И иногда с этим дьяволом, который вам говорит, ну, иногда, если очень хочется, то можно. Соглашаться все-таки нужно. Потому как, ну, в самом деле, как у Фаины Раневской было, да, можно, конечно, не есть мясо, не пить вина, но, как она сказала, морда очень быстро станет грустной, да, вот. Вот как-то так. По перевернутой девятке, ну, все время кушать только сладкое, это все равно, что питаться одними пирожными, да. Что там? У народа денег на хлеб не хватает, да? Хлеб у народа кончился, ну пусть кушают пирожные. Вот это перевернутая девятка, да? Зажратость такая. В сравнении с семеркой, девятка — это отдых, когда мы уже видим благополучный результат своей работы. Это не когда мы видим благополучный результат своей работы. Благополучный результат своей работы мы видим в семерке. Поэтому мы можем немножко там сбавить обороты. В девятке мы уже пользуемся результатами своей работы, которые мы получили раньше. Понимаете? Вот. Эти результаты уже созрели, уже есть. Вон она в руках этот виноград держит. Понимаете? Вот. Перевернутая девятка пентаклей может показывать, что кто-то хочет воспользоваться вашими доходами и вашей стабильностью для своей выгоды. Да, кстати, вполне может быть. Татьяна, спасибо, хорошее значение, да. То есть, если человек считает, что у вас там слишком все хорошо, слишком много денег, можно попробовать его на эти деньги как-то растрясти. Вот.
Например, по перевернутой девятке пентаклей дети, ну, подростки могут считать, что у родителей там вообще все хорошо, они такие сумасшедшие деньги зарабатывают. Вот, конечно, они ошибаются, потому что родители платят за жилье, за бензин, за одежду, за все, за все, за все. А подростку кажется, ой, вы там зарабатываете там 2000 евро в месяц, да, огромные деньги, я могу себе PlayStation купить, да, даже 2. Вот. А по сути все эти 2000 евро уходят на то, чтобы прожить, чтобы прокормиться, чтобы там за жилье отдать деньги, за аренду или за кредит, в общем. Вот по перевернутой девятке подросткам часто кажется, что родители вообще как сыр в масле катаются. А у родителей все расписано уже, да, давным-давно. Вот. Так, по шестерке жезлов давайте попозже, потому как у нас девятки сегодня, да. По перевернутой может быть излишняя расслабленность от плодов своей работы. Достиг и можно все прогулять. Ну, не все прогулять, но на данном моменте, да, то есть, ну, вот можно пользоваться. Да, деньги получил, можно там шкануть где-то, в ресторан сходить. Я не знаю, там какую-то новую одежду купить, машину новую купить, да. По прямой девятке в самом деле вы можете себе это позволить. По перевернутой вам кажется, что у вас слишком много денег, да, и вы можете их порой спустить так слишком широко. Вот. По перевернутой девятке пентаклей люди разбрасываются деньгами от ощущения богатства. Спасибо за ответ. Да, пожалуйста. Жить не по средствам по девятке перевернутой. Да, вот это то, о чем я только что сказал. Да. Очень часто такое ощущение возникает сразу же, как это в день зарплаты. Вот. Но вообще правильно. Ощущение девятки должно возникать, когда вы заходите в интернет-приложение своего банка, смотрите, что у вас там приятная сумма накопилась за последние пару лет, и понимаете, что, может в отпуск на Канары все-таки съездить. Того, что вроде за последние пару лет так хорошо поработал, можно расслабиться чуть-чуть, да? Вот это правильное ощущение. Неправильное ощущение — это получить 1000 евро, да, за месяц, и тут же их все спустить от ощущения, что я тут теперь этот барон, да, всемогущий. Как-то так. В общем, по девятке тратить деньги нужно аккуратно, медленно. Вот как улиточка ползет, да, вот так и деньги надо тратить не спеша. Отдыхать нужно, с чувством, с толком, с расстановкой. Вот это вот ощущение, правильное ощущение девятки пентаклей. Сексом также, кстати, надо заниматься. Если вдруг вы не знали, да? Вот. Окей. Ну, это скорее такая к Монаре ближе тема. Вот в Монаре мы ее развернем подробнее, я так думаю. Девятка пентаклей и императрица перекликаются как-то. Ну, императрица — это скорее в общем и целом ситуация, которая благосклонна к этому, либо характер человека основан на этом, да. Вот, но в общем и целом, да, одно из значений императрицы вот может быть такая лень, нега, роскошь. Вот, правильно это, если обоснованно. Хорошо, двигаемся дальше. Девятка жезлов. По девятке жезлов у нас идет следующее ощущение. В восьмерке мы поймали правильный ритм. Помните, что восьмерки — это ритм, да? Тут еще такой интересный ритм. Если присмотреться к тому, как нарисованы эти жезлы, то мы улавливаем четный ритм, да? Раз-два, 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 три, четыре. Вообще, по-хорошему, это раз-два, три, четыре, раз-два, три, четыре. Если уже налаженный ритм такой, да, либо вот это ощущение смены станций за окном поезда, когда он делает вот это вот тутух-тутух, тутух-тутух, да? Вот это восьмерка жезлов, это движение куда-то, это изменение ситуации, это умение подстроиться под изменение этой ситуации, это понимание того, что нужно следить за происходящими событиями, чтобы успеть вовремя влиться в какой-то рабочий проект, в развитие отношений с партнером. Грубо говоря, чтобы успеть вовремя выйти на своей станции, на нужной станции, нужно следить, нужно смотреть в окно, отслеживать протекающую мимо жизнь, так, как будто бы вы вот по этой реке плывете. Потому что восьмерка — это изменение.
ритмичные, правильные изменения. В девятке мы от этих изменений, слава богу, отбились. Да? То есть какие-то жезлы на вас летят, заставляют вас быть все время настороже, да, реагировать. Да? Тут вы наконец-то достигаете ощущения, что вы совсем справились более или менее, отбили атаки врагов, да, которые, вот помните, там у нас было в семерке, мы отбивали атаки других желаний. Это могли быть желания других людей, это могли быть ваши собственные желания, которые пытаются спихнуть самое важное, главное желание. Да? По семерке, напомню, важно было понять, какое желание для вас превалирует в данной ситуации, является главным, основным, а все другие неправильные отсеивать. В восьмерке мы понимаем, что наше главное желание тоже должно с течением времени меняться, поэтому нужно следить не только за своими желаниями, но и за изменением ситуации, в которой вы это свое желание применяете. В девятке, в конце концов, мы логично пришли к ощущению, что теперь мы отбили все атаки, теперь у нас все хорошо, да, конечно, не без потерь, да, там у него голова завязана, как там в той песне про Щерса, да, голова завязана, кровь на рукаве, след кровавый стелется по сырой земле. Вот. Но вот этот товарищ отбил атаки. Можно сравнить вот эти жезлы, которые стоят на заднем плане, как будто это чистокол такой, да, и он своим телом загораживает то, что он защищает от нападок врагов. Защитил, все получилось. Но человек еще так настороженно стоит. То есть он понимает, что это еще не все. Это не финал. Это не успешная такая как бы работа, законченная совсем. Это как бы ощущение того, что да, у меня получается. В принципе, если они опять пойдут в атаку, я опять справлюсь. То есть, если в восьмерке пентаклей, в девятке пентаклей виноват, у нас ощущение более или менее спокойствия от полученных, от созерцания полученных результатов, того, как вы пользуетесь результатами своего труда, то в девятке вы можете выдохнуть, в девятке жезлов, с пониманием того, что вы справились с жизненными сложностями, с теми, которые вам приносят общение, да, и сейчас можно отдохнуть, да, перевязать раны, исправить какую-то личную ситуацию, допустим. По этой карте, если у вас идет вопрос какой-нибудь рабочий, вы понимаете, что да, вот тут вы закончили проект, возможно, либо проект уже близится к концу. Я бы сказал, что проект близится к концу, финишная прямая уже близко, уже есть ощущение финишной прямой. И от вас, в принципе, все, что можно было сделать, вы уже сделали. Все, что можно было сделать в ситуации, вы сделали, поэтому нужно набраться сил перед финальным рывком. Вон в десятке он все эти жезлы тащит, да, но уже та финишная прямая у него практически, то есть он уже на финишной прямой. В девятке он пока думает о том, что надо собраться силами, завалить все эти жезлы и тащить. Поэтому это тот самый разбег, который вы берете перед финальным прыжком. Это ваше умение задержать дыхание перед тем, как вы нырнете поглубже. Это ваше умение собрать все свои силы, проверить, все ли у вас верно. Это, можно сказать, такая пауза, которая вам дает немножечко расслабиться перед окончательным решением вопроса. Можно сказать, что эта карта хорошая. Часто говорят, что вот, карта плохая, тут нападение какое-то предвидится, подозрение. Но это не то чтобы подозрение, это отчетливое понимание, что да, проблемы еще не закончены. Однако вы справились, это дает вам уверенность в том, что вы справитесь и дальше. Вот. То есть можно сказать, что человек тут уверенно наблюдает результаты счастливой обороны, да, удачной, успешной обороны от каких-то проблем. Справились, но пока не совсем, да, не идеально еще. Ну, почему у нас есть такое ощущение неидеальности ситуации по жезлам? Потому что жезлы — это огонь. Огонь — это всегда развитие, это всегда рост, это всегда движение. Вы не можете быть предельно спокойными по жезлам, потому что сама суть жезлов — это постоянное развитие.
Вы всегда будете подозревать, что людям от вас что-то нужно. Даже если от вас в конце концов в финале рабочего дня отвязались, начальник уехал, вы все равно чувствуете, что что-то еще, вот что-то еще, возможно, я что-то забыла, возможно, что-то не доделала. Это взгляд в будущее. Жезлы, надо сказать, обычно справляются с текущей ситуацией. Поэтому по огню важно чувствовать конъюнктуру, важно чувствовать, что у вас происходит сейчас, в данной ситуации. Правильная девятка, правильное развитие жезлов заставляет вас в конце концов задуматься о том, что же будет в финале, что же будет дальше. Сегодня-то мы отбились, а что будет завтра? Поэтому это накопление сил перед последующими какими-то проектами. Это когда вы вроде справились с какими-то проблемами, которые вам приносит ваш партнер, да? Допустим, была какая-то проблемка с мужчиной, вы ее решили, выяснили все острые моменты, разобрались, что к чему. Можно вроде выдохнуть, но по правильным жезлам. А девятка это уже ближе к совсем правильным жезлам. Потому как вы уже по предыдущим картам сталкивались с разными ситуациями. Тут уже можете сделать вывод, что окей, пока нормально, но в будущем проблемы могут возникать любого рода, поэтому лучше всегда быть во всеоружии, лучше всегда иметь запас неких сил, всегда понимание того, что что-то еще будет. Ну, по крайней мере, в девятке вы выкладываетесь настолько, насколько можете. Важно давать себе остановиться чуть-чуть, передохнуть, да, перед финальным рывком. Вот это очень важно. По девятке жезлов не защита собственных границ. Защита собственных границ у нас происходит по семерке жезлов. Вот это защита собственных границ. Защита собственного желания. Человек отстаивает ту вершину, которую он завоевал, отстаивает свои достижения. Достижениями он гордится в шестерке. А достижения эти у него получаются путем битвы, да, конкуренции. В пятерке вы пытаетесь победить, в шестерке вы побеждаете, показываете это всем. В семерке вы отстаиваете свое право на эту победу, когда другие вам начинают говорить: подождите, подождите, а вы точно победитель? А ну-ка дай-ка я попробую. Вот. Вы отстаиваете вот эти собственные границы. В восьмерке вы понимаете, что даже границы начинают меняться, потому что ситуация меняется, нужно подстраиваться под ситуацию. Да? В девятке вы подстраиваетесь под эту ситуацию и теперь уже понимаете, что в принципе важно отстаивать не свою землю, да, не свою позицию, а себя самого. Потому как человек тут стоит на голой земле. Да? Он, скажем так, он в центре внимания. Важно отстаивать свою личность, свои жизненные убеждения, свои жизненные желания, скажем так. Поэтому разница между семеркой и девяткой в том, что по семерке человек еще стоит на земле, а в девятке человек выходит на передний план. Он прям вынесен так, видите, на передний план. Важно то, что человек хочет. Важен сам человек, важна личность человека, а не просто то желание, которое мы отстаиваем в семерке. Вот, как-то так. Мне это так видится. Не хватает 10 лайков, девчонки, кто забыл. Спасибо, спасибо, что напомнили. Ну, ставьте лайки, если есть такое желание. Мне будет приятно. По перевернутой девятке. Тут у нас идет скорее такая, ну как вам сказать, неуверенность перед финальным рывком. По перевернутой девятке человек слишком подтормаживает, слишком серьезно пытается набраться сил перед финальным рывком. Можно сказать, что если перевернутое значение семерки у нас было, если вы помните, упрямство, да, то есть по прямой семерке у нас идет упорство, да, отстаивание своего желания. По перевернутой это упорство переворачивается в упрямство, в чрезмерное упорство, да. По девятке мы отстояли свою правоту, да. Мы понимаем, что нужно сделать для того, чтобы работа была закончена, вот. Но по перевернутой девятке
Мы пытаемся собраться силами еще и еще и еще. То есть, человек подтормаживает перед решающим рывком. Что такое перевернутая девятка жезлов? Это когда огонь слишком замирает, слишком медлит. Девятки, они должны быть такими чуть-чуть замедленными, да? Но при всем этом, если огонь слишком замедлится, он станет уже слишком медленным. Не может быть огонь слишком медленным. По этой штуке у нас по работе проистекает что? У нас получается прокрастинация. Когда вы понимаете, что нужно сделать, вы уже все поняли по этой девятке, но все не решаетесь перейти в эту десятку. Подтормаживаете, думаете, вот я сейчас еще немножко отдохну, вот сейчас посмотрю еще новости, вот еще чашечку кофе выпью, вот еще, там еще картиночку в интернете, еще чуть-чуть ленту полистаю, да, а потом поработаю чуть-чуть, да, накоплю сил и потом как поработаю. Вот по перевернутой девятке вы слишком долго откладываете то, что нужно сделать по итогу. Вы слишком надолго зависаете в этой девятке, в которой нужно на самом деле чуть зависнуть, чтобы отдышаться. Но если вы выровняли дыхание, нужно идти в финальную карту, да? В девятке нужно как раз немножко выравнивать вот это дыхание. Если вы и так ровно дышите, двигайтесь вперед. Нечего сидеть ждать. В отношениях это ощущение того, что в принципе вы справляетесь с текущей ситуацией. И даже сейчас относительно спокойный период. Но это, знаете, это как затишье перед бурей. Вы понимаете, что по десятке вам предстоит еще выяснить все с партнером. Расставить все точки над «и». Но пока вы собираете аргументы. Вы продумываете, что и как. Да-да-да, давай не сегодня, давай лучше завтра. По перевернутой девятке жезлов Скарлетт О'Хара говорит: я не буду думать об этом сегодня, да? Я подумаю об этом завтра. Это неправильно, это неправильно. То, что нужно сделать сегодня, нужно делать сегодня. Не нужно откладывать на завтра то, что можешь сделать сегодня. Это по прямой девятке. Ощущение того, что если этого сегодня делать не надо, тогда да, тогда мы отложим на завтра. Но если нужно сделать сегодня, нужно сделать сегодня. Рану перевязать надо сейчас, тогда нужно перевязать рану. Человек, видите, рану перевязал. Это срочное действие, то, которое безотлагательно нужно сделать. По перевернутой девятке он слишком долго заматывается, слишком долго пытается восстановиться, чтобы прям, по максимуму. А уже пора в десятку. Жезлы, они такие быстрые. Поэтому по перевернутой девятке это когда вы откладываете серьезный важный разговор, выяснение отношений с партнером, выяснение отношений по работе. Когда вы откладываете сдачу какого-то отчета, когда пытаетесь там еще раз все проверить, потому что боитесь просто-напросто ошибиться. Вы уже 10 раз все проверили, 9 раз все проверили, да? Уже понятно, что нужно брать этот отчет и тащить к директору. Но вы все не решаетесь. Нерешительность — это такая перевернутая девятка. Спокойное замедление перед решающим рывком прямая. Нерешительность перевернутая. Что в отношениях, что в работе, что в каких-то делах. Да? Когда нужно делать, тогда нужно делать. Нечего тянуть. Надеюсь, я передал вам смысл этой карты. По крайней мере, по раскладам именно так оно обычно вылазит. Когда выпадает перевернутая девятка, я говорю клиентке, что, знаете, уже нужно, уже пора, уже ваш партнер давно готов к выяснению, а вы все не хотите двигаться дальше, вы слишком зависли в этой паузе. Как-то так. Надеюсь, понятно. Объясняю или может кому-то непонятно? Как там кто-то из политиков русскоязычных сказал: кто не понял, тот поймет. Да? Хорошо. Давай не сегодня, давай лучше завтра. Не поняли сегодня, завтра поймете. Хорошо, девятка мечей. Хорошо, хоть видео можно, да, снова и снова пересматривать, если что-то не поняли. Супер понятно, спасибо. Я рад, что хоть кому-то понятно. Девятка мечей. Страшная карта, которую все очень боятся. И по сути, девятка, да, там на самом деле есть страх.
В самом деле есть страх. Это карта, которая и говорит об опасениях. Просто мы слишком... как бы это сказать? Слишком боимся сделать то, что нужно сделать. Слишком боимся будущего. Тогда это страх. Когда это опасение разумное, справедливое, тогда это полезно. Прямая карта – это хорошая карта. Еще раз напомню, основная идея, допустим, моего курса Таро в том, что нет плохих карт. Девушки, нет плохих карт. Есть карты, которые не очень удобные в какой-то ситуации. Но каждое прямое положение карты – это положительное положение карты. Извините за каламбур, хорошая карта. Перевернутая карта – это всегда карта в негативе. То же самое, только работает против вас. Сейчас объясню на примере этой замечательной карты. По ней очень легко объяснять, почему страх это неплохо, почему эта карта хорошая. Смотрите, что у нас нарисовано на этой карте. Человек, возможно, женщина, либо мужчина с длинными волосами, неважно, человек, да, сидит в постели. Прячет лицо в руках, плачет, боится, рыдает, да. Вряд ли, я думаю, что он тут смеется, потому как общий фон такой достаточно мрачный, то есть общее ощущение от карты такое несколько тягостное, волнительное, тревожное. Поэтому я предполагаю, что он там плачет, да. Почему? Человек может плакать, сидя в постели, потому что он проснулся, и ему приснилось что-то плохое, что заставило его бояться, плакать, да. Кошмар приснился. Вот человек проснулся от кошмара. Что ж тут хорошего, скажете вы? Хорошее тут то, что реального страха в его жизни нету. Реальной опасности в его жизни нету. Сейчас, в данный момент, в текущую секунду. Он сидит в своей постели, у него все хорошо, да, одеяло теплое, никакого пожара нет, войны нет, просто человеку что-то приснилось. И есть предположение, что наши сны это как организм просчитывает, сознание, подсознание просчитывает возможное будущее. Вероятно, Уэйд считал, что в самом деле во сне человек думает о будущем. Не человек, подсознание, да. Душа просчитывает варианты развития дальнейшего будущего, и человек боится в своем будущем того, что может нанести ему вред, опасность. Потому что мечи — это разум. Стихия воздуха – это высматривание противника, высматривание опасности. Это каналы, по которым к нам приходит информация. Это то, что мы видим, то, что мы слышим, ощущаем, обоняем, да, вот то, как мы считываем информацию с окружающего мира. Это наши мысли по поводу развития событий. И когда нам что-то снится, мы пытаемся прогнозировать свое будущее. Почему я так считаю? Потому что если мы присмотримся внимательнее к одеялку, да, которым укрыта вот эта особа, мы с вами видим еле заметные символы астрологические, зодиакальные символы, знаки, планеты, вот это вот все. Что есть астрология? Астрология в общем и целом это наука о будущем, да? Скажем так, о течении времени. О том, когда, в какой момент времени что-то делать правильно, подходящим способом. Когда там Венера будет в Тельце, Плутон там в 8 доме, Рыбы в 12, когда делать что-то правильно в подходящий момент, когда просчитывать заранее вот этот подходящий момент. Вот по этой карте человек просчитывает свое будущее, он боится чего-то в будущем, и это хорошо. Почему? Потому что, если мы смотрим прямое положение карты, это опасение. Если вы не опасаетесь ничего в жизни, то про вас можно сказать, что вы, извините меня, дурак. Почему? Потому что только дураки теряют страх. Помните это выражение? Ты что, страх потерял? Это равносильно тому, что человек вас подозревает в глупости. Потому что умный человек всегда чего-то боится. Но боится он разумно. Как? В меру. То есть он не боится, он опасается. Он предусматривает возможные сложности, которые будут в будущем. Например, когда переходите
когда вы пытаетесь перейти дорогу на оживленной улице, да, вы боитесь. Только вы делаете это спокойно, умеренно. Вы опасаетесь того, что вас может сбить машина, поэтому смотрите налево, потом направо. То есть вы просчитываете свое будущее, как вам в течение ближайших 10 секунд действовать. Вот это ощущение этой карты. Человек побаивается своего будущего, поэтому заранее продумывает, просчитывает какие-то варианты, как ему себя вести. Страх — это защитный механизм. На каком примере еще вам это пояснить? Ну вот, допустим, я очень люблю своим ученицам на групповых занятиях давать такой пример по девятке мечей. Два охотника в пещерном времени, да, два пещерных охотника в шкурах такие, с деревянными копьями, с каменными копьями, да, с наконечниками. Вот нашли какую-то пещеру. И, возможно, там есть что-то интересное в этой пещере. Может быть, там можно устроить дом себе удобный, да? И вот один охотник-собиратель говорит: пошли в пещеру, там много интересного, там там всегда что-то может быть такое хорошее. Вот. И он не боится. Он уверенный, смелый человек, да? А вот тот охотник, который боится, говорит: слушай, подожди, вдруг там пещерный лев, я что-то я очкую, да, как в этом сериале было. Что-то страшновато мне. Вот тот, кому страшновато, он, как правило, в течение многих таких вот эпизодов, да, он выживал. А тот, кто страх терял и шел в эту пещеру, не думал о будущем, не просчитывал негативные варианты развития ситуации, он таки шел в пещеру, и пещерный там, я не знаю, тигр, пещерный лев, пещерный барсук, кто угодно, его там сжирал. И, соответственно, наследника он не оставил, потомства не оставил, да, все, его род прервался. А тот, который боялся вот этих самых пещерных барсуков, да, он сохранил свою жизнь, передал свои гены потомству, и теперь мы с вами потомки вот всех таких трусливых как бы охотников. На самом деле не трусливых, а разумно опасающихся. Поэтому опасайтесь пещерных барсуков, да, не лазьте в незнакомые пещеры, тогда вы будете действовать по прямой девятке мечей. Вы будете продумывать варианты развития событий, вы будете думать, а что ж там может быть плохого, да? Например, по девятке мечей прямой вы можете просчитать маршрут вашего путешествия, рассчитать километраж, посмотреть, сколько литров бензина вмещает бак вашего авто, потому что вы боитесь, что у вас посередине дороги закончится бензин. Поэтому вы заранее по девятке мечей, как астролог, просчитывая будущее, да, просто более простыми методами пытаетесь просчитать, предугадать свое будущее. И это правильно. Вот как-то так. И причем не важно, где вы это будете делать. В работе вы просчитываете возможные варианты реакции вашего начальника, да, на какие-то ваши действия. Да. Вот вы ему все решаете снести годовой отчет, который вы уже сделали, и перепроверяете, и побаиваетесь чуть-чуть нести этот отчет. Да? Так вот, в девятке мечей, в прямой, вы предусмотрели, как он вам ответит, и ну, что поделать, да, ну как скажет, так скажет, и идете, предугадываете. По перевернутой девятке вы боитесь. Вы придумываете себе 9 разных причин на то, что нет, ему не понравится это, или может он с утра забыл выпить кофе, или может он там с женой, с любовницей поругался, наступил на кота, еще что-нибудь, мало ли что там случилось. Человек сидит и на самом деле трясется. По девятке мечей человек боится того, чего в его жизни еще нет. Ну, грубо говоря, это ему приснилось, он себе это придумал, вообразил и сидит, боится. Хорошо, если он боится умеренно. Просто предусматривает будущее. Мало ли что там дальше будет. Надо просчитать варианты. По перевернутому он слишком долго просчитывает эти варианты. Сидит и боится одного, потом другого, потом третьего. Успокоился по одному поводу, придумал себе следующий повод.
Успокоился по-следующему, придумал себе третий повод. И постоянно вот так вот откладывает себе дела из боязни не справиться. Понимаете? Тоже вот намек на будущее. Поэтому все девятки это намек на будущее. Вот как-то так. Так. Татьяна. Ага, вот у вас девятка мечей, да? Или что там у вас? Ну, попозже. Боюсь начинать ремонт, не знаешь, насколько будет сложно, а надо будет только лучше от результата. Да. Вот это вот опасение того, что, наверное, продолжать ремонт вернее будет. Ну, конечно, продолжать ремонт надо. Раз уж взялись сделать ремонт, значит, нужно его уже закончить. Аркан Дурак сразу как антагонист к этой карте. Мне больше нравится название Шут. Потому что дурак это как-то слишком эмоционально окрашено в русском языке. The Fool в английском имеет оттенок не столько глупого человека, сколько человек, который, ну, такой, немного думает, не особо настроен на мысли, скорее на какие-то просто действия, по-дурацки как-то действует и все. Вот. Надейся на лучшее, но готовься к худшему. Ну, как бы да, это справедливые опасения, расчеты по поводу будущего, которые вы прикидываете. Всегда есть оттенок страха в мечах. Потому что мысли — это ваши расчеты по поводу возможностей вашего будущего. Справитесь либо не справитесь. Вот. Просто если вы очень сильно чего-то боитесь, вот тогда эта карта переворачивается и не дает вам начать все-таки действовать. То есть решать эти ваши проблемы по прямой десятке мечей. Почему десятка мечей это тоже хорошая карта, мы поговорим на следующей лекции. Хотя уже по девятке вы можете понять, что ничего страшного в прямых картах нет. Просто нужно делать все спокойно, умеренно, как разумные люди. Конечно, если вы будете действовать глупо, излишне трусливо, опасаться всего и вся, каждого шороха бояться, конечно, карта будет перевернутой. Если вы боитесь решать свои проблемы, конечно, вы их не решите. Но если вы пытаетесь как-то разумно просчитать варианты развития событий, тогда вполне вероятно, что что-то у вас получится, а что-то не получится. Анекдот про домкрат. Да пошел ты со своим домкратом. Я не помню точно анекдот, но да. Это когда ты предусматриваешь себе там исключительно негативные варианты развития событий и действуешь так, будто бы уже все плохо. Вот. По перевернутой девятке мечей люди боятся доставать себе карту дня, боятся смотреть ее с утра, потому как они слишком много будут думать про негатив этой карты, и он якобы у них обязательно произойдет. Происходит он у них как раз из-за перевернутой девятки мечей, из-за того, что они слишком усиленно обращают внимание на возможные проблемы по этой карте. Это как, знаете, если очень стараться писать красиво, нажимать на ручку из страха, что у вас что-то пойдет неровно, вы пытаетесь контролировать сильнее, вы продавливаете бумагу, рвете бумагу этой ручкой, все равно у вас все выходит плохо. Чтобы у вас что-то получалось хорошо, плавно, естественно, нужно придерживаться естественных плавных движений руки. Писать своим естественным почерком, аккуратно расслабив руку. Ну вот, детей в первом классе школы учат ручку держать правильно, как раз чтобы рука не была напряженной, а была расслабленной. Тогда все буквы будут ровными, красивыми. Если рисовать, писать как-то вот исключительно такой вот твердой рукой, то выходит что-то такое ломаное, кривое, не очень красивое, понимаете? Вот как-то так. Все ответы у тебя в голове это прямое? Ну, там не все ответы. Смотрите, дело в том, что когда мы пытаемся просчитать будущее, мы в любом случае боимся. Любой разумный человек в какой-то момент перестает паниковать по поводу будущего и просто начинает понимать, что, ну да, я боюсь будущего, но если я в прошлой ситуации как-то справился, если я в восьмерке вышел как-то из сложного положения, да, мне было тяжело, сложно, я не знал, как это сделать, я пытался интуитивно
выйти из ситуации, либо аккуратненько, спокойно двигаться вперед, да, но вовремя, то по девятке, несмотря на то, что я там чего-то боюсь, нужно все равно сесть, подумать, просчитать возможные варианты, самые негативные убрать, возможные осуществлять. Ну, как-то справлюсь. Если раньше справился со сложной ситуацией, то и дальше с будущим тоже справлюсь. Вот это прямая девятка. По перевернутой девятке человек слишком спрятан сам в себе, слишком закрывается в себе, слишком думает о негативе, сам себя накручивает, сам себя программирует вот на этот самый негатив. По перевернутой девятке мечей. Удачи с ремонтом. Да, удачи с ремонтом. Татьяна, я знаю, что ремонт, ну как это, ремонт хуже пожара, да? Так. Все сложится, разложила карты, не удержалась. Ага, ну вот видите, вам уже даже карты разложили, так что все у вас будет хорошо с ремонтом. Среди психологов этот термин наиболее распространен. А что за термин? Что за термин? Я что-то пропустил. Как же я одна обои-то приклею? Вы знаете, я видел, как обои клеят в одиночку. Там есть такая... Я вам так скажу. Забейте в этот самый... в YouTube, да, забейте. Как поклеить обои в одиночку. Я думаю, вам там 10 видео выдаст сразу же. Глаза боятся, руки делают. Совершенно верно. Очень хорошо. Вот очень хорошая поговорка по этой карте. Глаза боятся, а руки делают. Ну да, страшно. Ну что ж делать? Надо идти решать проблемки. Тем более, что все равно они там будут. Все равно мы к этому идем. К окончательному решению своих проблем. Вот. Так что как-то так. Надеюсь, понятно. Объясняю. Я вот все надеюсь. Девятка кубков. Сколько у нас там времени прошло? О, уже 1:20. Ну, окей. Девятки, в принципе, карты простые. Понятные. Ну, разве что девятка жезлов может вызвать ощущение, да, такое, не совсем понятное. Почему? Потому что Уэйд вообще во всех своих арканах, он очень любил так сгущать краски. Это нужно для того, чтобы передать основную эмоцию карты, основной смысл. Обратить внимание человека на эмоцию. С одной стороны, чем хороша эта колода? Что изображения сами по себе достаточно такие нейтральные. Там нет каких-то таких явных чертей, да, как в Таро, этого самого там, ну, какие-нибудь Таро вампиров, да, либо еще что-нибудь такое, чтобы искажало основную идею. Тут нет излишне много обнаженки, да, как, допустим, в Манаре, которая направлена, собственно, на сексуальный аспект. Там, конечно, это нужно. Тут достаточно нейтральная колода такая, но тем не менее, для того, чтобы передать значение карты, нужно немножко сгустить краски, чтобы подать эмоцию. Потому что именно эмоцию мы с этой картой считываем. Поэтому некоторые карты такие гиперэмоциональные, чтобы даже самые медленные тарологи, чтобы поняли вообще, о чем карта. Вот. Этим и хороша колода, тем, что она дает возможность прочитать эмоции. Почему Таро Уэйта так популярно стало в свое время? Не потому, что тут какая-то инфа такая новая, да, прям вообще он открыл глаза. Просто ее легко читать, ее легко чувствовать. Да? Вы не просто помните, что значит эта карта, вы прям чувствуете эмоцию, которую автор передает через изображение. При всем этом это достаточно мягкое и нейтральное изображение, чтобы не забивать вашу эмоцию еще полностью. Поэтому это очень хорошая колода, но она не зря такая заслуженная, скажем так. Поэтому тут девятка такая негативное прямое значение, потому что важно показать вот это ощущение страха. Как показать ощущение страха? Ну, показав, собственно, какой-то ужас, страх, кошмар, да? Но мы должны помнить, что хорошо это умеренно. Умеренный страх это опасение. Окей, опасение это хорошо, да?
Паника плохо. Вот, кстати, по перевернутой девятке мечей бывает часто паника, когда мы не можем знать, что нужно делать, не можем сообразить, потому что мы паникуем. Теперь девятка кубков. По жезлам наименее понятно, да. Ну вот по жезлам сложнее просто потому, что там нет такой глубокой эмоции, понимаете? По жезлам человек стоит, и он пытается успокоиться. Именно поэтому тут нет такой эмоции, понимаете? В девятке пентаклей мы прям чувствуем вот это спокойствие. А вот как показать огненное спокойствие, вот это сложно. Это спокойствие после драки, допустим, да, выигранной драки, которую вы вроде бы выиграли, но понимаете, что решающий рывок, он близко. Вот это сложная эмоция, поэтому ее так сложно передать, и, соответственно, ее сложно как бы понять самую глубинную суть. Окей, двигаемся дальше. В конце концов, да что такое? Все убегает эта карта. Девятка кубков. Помните вот этот мультик, да? Всегда есть мороженое одному, невкусно ни мне, ни тебе, ни ему. Стишок такой был. А вот человеку отчетливо вкусно. Кушать мороженое одному. 9 кубков. Как это... Съел, да, и ничего. И не подавился. Сидит, радуется, довольный. Он какой счастливый человек. На самом деле это счастье. По девятке кубков идет ощущение получения того, что ты хотел. То, к чему ты шел. Из восьмерки человек шел и пришел. Пришел в девятку. В девятке все хорошо. Стол накрыт, стоят эти кубки. Ты сидишь, тебе никуда спешить не надо. У тебя все хорошо, благие помыслы. Почему благие помыслы? Потому что фон золотой. Автоматом это значит, что у человека благородные какие-то мотивы действий. То есть он не то чтобы в одиночку, так, сяду чуть поудобнее, не то чтобы он там в одиночку ночью что-то в холодильнике точит, да, сам такой, сам съем, никому не дам. Нет, это благие побуждения, благие помыслы. У меня все хорошо. Самое главное, чтобы у меня все было хорошо. Если у меня все хорошо, то и вам тоже будет хорошо. Если я буду богатым, счастливым человеком, я и о вас тоже позабочусь. Прямая девятка кубков — это человек, которому все нравится. Лично для себя все нравится. Почему лично для себя все нравится? Потому что он тут один сидит. Когда он пытается разделить эмоцию с другими людьми, со всем окружающим миром, когда ему все нравится, и соседу все нравится, и партнеру, и детям, вот это уже десятка кубков. Там прям идиллия, гармония во всем. А в девятке ему пока самому хорошо. Сам пью, сам гуляю, сам стелюсь, сам лягаю. Да, ну вот что-то такое. Украинский, да, я так понял. Сам себе, ну вот мне и самому хорошо, да. Можно сказать, что по девятке кубков есть ощущение, знаете, вот в этой шутливой фразе. Опять же, ее приписывают Фаине Раневской. Вполне вероятно, это в ее стиле такая фраза, да. Зачем мне искать себе вторую половинку? Я сама себе самодостаточная, цельная личность. Вот, человек самодостаточная, цельная личность. Ему и так хорошо. Да, ему здорово, ему нравится. Это вот человек, который идет, у него там в наушниках любимая песенка, и он идет, радуется, напевает сам себе. Ему самому хорошо. Вот, у него настроение хорошее, на него люди смотрят и тоже радуются. Это ощущение того, что у вас, ну, хотя бы у вас все хорошо. По работе что-то получается. Ну, может быть, там у фирмы дела идут не очень, но у вас хорошо дела идут, вы не паритесь, даже если вас уволят, ну, устройтесь на какую-то другую работу, да. Ну, самое главное, что вы сами себе цену знаете, вам нравится, вы получаете удовольствие от работы, от общения с коллективом, там, либо, я не знаю, от зарплаты. Неважно от чего. Главное, что вам по кубкам вы ощущаете итог ситуации, вы ощущаете результат. Эмоционально реагируете эмоционально на какой-то результат. По восьмерке пентаклей вы ощущаете финансовую выгоду. Вы чувствуете, что у вас там полный бумажник.
По девятке кубков вы радуетесь от того, что у вас полный бумажник, что у вас нет никаких проблем, что вы сейчас пойдете там, скушаете мороженого, купите там платьишко, еще что-нибудь такое. Ну, хорошо все у вас, что волноваться, да? С партнером у вас более или менее нормально. У партнера там есть какие-то проблемки, возникают временами, но вам лично и так хорошо в отношениях. По девятке кубков женщина может сказать мужчине такое: а зачем нам в ЗАГС? У нас и так все хорошо. Да? То есть ее и так устраивает то, что там происходит. Вот. То есть есть ощущение того, что где-то может быть лучше. Может быть, после ЗАГСа будет круче. Либо когда там дети появятся, вот будет ощущение, ну, полноты жизни, да, и муж правильный со штампиком в паспорте, и дом есть, и дети уже там подрастают, да, уже не нужно вставать ночью, кормить 10 раз. А это будет все в десятке. В девятке тебе пока и так хорошо. Никуда спешить, опять же, не надо. Это ощущение, которое вот на теперешнюю ситуацию вас устраивает полностью. Все хорошо и ладненько, да. Тут может быть не все деньги мира, но столько, сколько вам хочется, вы зарабатываете. Захочется больше, ну, будете дергаться дальше. Но пока и так норм. Вот, и так норм — это вот основное значение этой карты. Как оно в негативе? Ну, очень просто. Когда вам не нравится, что ваш партнер вам говорит: да и так нормально, и так пойдет, да, вот, опять же в этом мультике. Вот перевернутое значение девятки. Сделано что-то так, что вам нравится, а другие, ну, как так? Ты ж не закончил. И так пойдет. Это перевернутая девятка кубков. И так устраивает человека. Человек довольствуется малым по перевернутой девятке кубков. И это временами слишком малым он довольствуется. Да? Допустим, отношения между мужчиной и женщиной развиваются каким-то образом. Ему приятно каждую пятницу вечером к ней приходить, иметь какой-то там приятный секс, да, и в 12 ночи уезжать там с последним трамваем. Женщину это не устраивает, ей хочется большего, да. Она там испытывает какую-то другую карту. А у мужика перевернутая девятка кубков. Да мне и так хорошо. А что, надо больше? У нас вроде и так все неплохо, да? Каждую пятницу встречаемся, секс приятный. Вино приношу с собой, конфеты приношу. Что тебе еще надо? Вроде нормально все. Мне нравится. А тебе что? Что-то не нравится, что ли? Вот по перевернутой девятке у мужчины возникает ощущение, что о, как? А тебе что-то не так? Закрытая поза у мужичка имеет смысл? Конечно, имеет смысл. Закрытая поза — это когда человек не хочет ни с кем делиться. Ему и так нормально, да, ему для себя хорошо. Вот он сел удобно, комфортно, никого к себе пускать не хочет свои эмоции. И ему самому неплохо. Зачем кому-то там рассказывать о том, что ему там нравится, либо не нравится? Мне нравится и ладно, да. По перевернутой он не хочет никого пускать в эти свои приятные ощущения. Он даже не задумывается о том, что а чё? А у тебя еще какие-то есть ощущения, да? У тебя там какие-то эмоции? Ну извини, не знал. Я что-то как-то даже и не подумал. Мне это нормально. И так пойдет. Вот основное ощущение этой карты. То же самое и так пойдет в плюсе, и так хорошо. Зачем как бы усложнять что-то простое, хорошее, если можно довольствоваться малым? И с другой стороны, если это только для себя, ощущение, зачем что-то развивать, если и так вроде хватает, да? Это как вот ремонт у Татьяны, да? Дом не падает, стены держатся, окна не протекают, да, трубы не рвет вода. Ну и так пойдет, и так нормально. Мне что, мне норм, да? А если вы хотите, чтобы у вас все было идеально, хорошо, красиво, чтобы куда вы ни глянули, везде было новенькие, красивые обои, чтобы там новый смеситель в ванной был, там либо новая плитка, либо еще что-то такое, да, вот тут вы уже идете в десятку кубков. По девятке вы оставляете что-то, может быть, незавершенным, что-то недоделанным, с ощущением, нет в жизни идеала, да. Вот. И незачем пытаться сделать все прям идеально. Если будешь стараться слишком сильно, то как бы слишком устанешь, да. Вот.
А, Смотрите, это как вот ощущение, что если слишком усердно пытаться улучшить, то, возможно, у вас даже это и не получится. Делая что-то близко к идеалу, вы всегда близки к ошибкам. Почему? Потому что есть такая поговорка: лучшее — это враг хорошего. Это вот по девятке вы сделали хорошо, вам нравится, вам красиво, но вот вы так думаете, может еще лучше сделать, да, и уходите в десятку, где может и не получиться. Вот порой, временами лучше остановиться на хорошем, потому что правильный переход из девятки в десятку — это главное, чтобы вам нравилось. Главное, чтобы вам было хорошо, потому что вам в этом ремонте жить, да? Вам с этими отношениями потом разбираться. Можно сказать, что сначала нужно сделать себя счастливым, вот, а потом делиться этой радостью уже с партнером, да, по десятке кубков, когда вы испытываете совместную радость. Тут вам нужно научиться сначала себя любить, скажем так, да, а потом уже стремиться к идеалу. Вот. Не, мне точно кое-как не пойдет. Вот по девятке кубков нужно знать границу. Нужно знать границу меры. Чтобы вот этот ремонт, как предвкушение финала, чтобы не стал для вас кошмаром по девятке мечей. Если вы будете слишком много, слишком часто думать о том, как же это будет в будущем, будет это ровно не будет, будут это обои в стык или внахлёст, это ай-яй-яй-яй-яй-яй. Тогда вы сгрызете себе все ногти и так и не добьетесь результата хорошего. Потому что важно понять по девятке, что останавливаться в своих удовольствиях, в планируемых, в реальных, нужно вовремя. Вот, чтобы не перебрать этих самых эмоций. Много разговоров о связи с алкоголем чрезмерным по этой карте. Есть такое? Ну, скажем так, я бы сказал, что по этой карте, по перевернутой, раз уж негатив у нас идет, да, по перевернутой карте, там может быть ощущение, что человек пьет в одиночку. Человек пьет ради своих эмоций, чтобы напиться. Ну, это крайне редко бывает. Крайне редко бывает. А прямая девятка говорит скорее о том, что он знает меру этим кубкам. Он знает, сколько ему надо выпить, чтобы ему хватило, чтобы лично ему хватило. Допустим, это 9 маленьких рюмочек таких, да? И если ему предлагают десятую, ну давай, что ты там, давай, ну последняя тут осталась, вон уже, давай, десятую, последнюю. Вот он знает, что 9 ему хорошо, а дальше уже не надо. И он говорит, да не, спасибо, я уже как бы свою дозу выпил, мне и так хорошо. Мне и так достаточно, мне и так хватает, не надо мне больше лить. Вот прямая девятка кубков — это когда человек знает, сколько ему нужно для приятных эмоций. Перевернутая — это когда он не хочет идти дальше, искать какие-то другие удовольствия и находит удовольствие только в своем ощущении. С алкоголем эта карта имеет, ну, такое опосредованное, скорее, значение. Почему говорят, что тут излишества по алкоголю могут идти? Ну, почему? Потому что человек сидит один, пьет 9 кубков, то он слишком много выпьет. Это такое вот очень примитивное значение, которое, ну, можно сказать, раз кубок в руках держит, уже бухает, да? Пожалуйста, то же самое. Но это как такое цыганское значение совсем, даже, ну, негативно цыганское, да? В кавычках цыганское. То есть, такое себе. В чем основное отличие четверки кубков и девятки кубков? Хороший вопрос, смотрите. Четверка кубков, тоже человек сидит такой как бы закрытый, да? Но у него есть ощущение сохранения вот этого процесса, который есть. Вот это столько, сколько мне нужно сейчас. И по четверке идет повторение, да? По четверке идет одно и то же ощущение. Человек хочет поймать ощущение и пытаться вот его продолжить так, как оно есть.
По четверке, знаете что? По четверке человек сидит на свадьбе, первые полчаса выпил 2 рюмки и понимает, что сидеть еще часа 4, 5, 6, 8 часов сидеть на этой свадьбе. Знаете, есть такие застолья длительные. По правильной четверке он сидит и стабильно выпивает нужную дозу по чуть-чуть. Да, по чуть-чуть он знает, сколько ему нужно для того, чтобы сохранить свое это вот ощущение стабильно. А по девятке он знает, сколько ему вообще в общем и целом нужно выпить. Он знает, что если я выпил пол-литра, все, мне достаточно. Больше мне выпивать не надо, иначе мне уже потом будет плохо. Неважно, сколько он там, 8 часов пьет, либо 2 часа пьет. Он просто знает, сколько ему нужно для того, чтобы ему было хорошо. Он не пытается сохранить на одном и том же уровне. Он просто идет вот к этому ощущению и ловит это ощущение. То же самое в работе. Вы пытаетесь по 8 часов работать, чтобы не переработать. А по девятке человек уже знает, сколько ему нужно работать, чтобы хорошо делать свою работу. Некоторым нужно поработать там 5 часов. И он чувствует, что вот 5 часов я работаю, я максимально вкладываюсь, а потом уже последние 3 часа какая-то ерунда, да, начинается уже у меня рабочий запал иссяк, да, как там, что там у него там запал, кто у него запал, вот, запал иссяк, короче, и он уже последние 3 часа как-то так, а бы что, думает, как бы так уйти с работы с этой пораньше. Когда человек, допустим, фрилансер, он знает, как получить удовольствие от работы в нужное время, да, и он работает, допустим, 5 часов подряд, так как ему нравится, получает удовольствие от работы, чувствует, что, я достиг, я сделал то, что я хотел сделать, получил какой-то результат, удовлетворяющий лично меня результат получил, все, дальше уже можно как бы расслабиться, и так пойдет, все, я норму выполнил, сделал, это мне достаточно. Вот. Вот тут есть ощущение всей как бы дозы, да, работы, отношений, ощущений. Вот, таите нас и здесь неплохо кормят. Да, вот как-то так. По девятке прямой это такой адекватный бодипозитив. Мне нравится, это главное. По девятке прямой человек должен понимать, что мне-то, конечно, это хорошо. Вот. Но, главное, чтобы мне нравилось. По девятке кубков человек одевается в то, что ему нравится, чтобы для себя выглядеть хорошо. А по десятке он как бы должен учитывать, что другие люди тоже радуются, глядя на него, тоже испытывают какие-то эмоции. Вот, поэтому бодипозитив тут такой, тут с пониманием того, себя любить, конечно, нужно. Но правильное ощущение бодипозитива — это нужно себя любить и понимать, что кроме девятки кубков есть еще и опасения, что могут быть какие-то болезни, поэтому о них тоже нужно думать. По девятке жезлов нужно понимать, что мы не останавливаемся в развитии своего организма физического, что он тоже меняется, и нужно быть готовыми к тому, чтобы там и на диету где-то сесть и прочее. По девятке пентаклей, допустим, мы чувствуем, что не нужно заставлять себя мучить себя диетами, нужно просто правильно подобрать достаточно богатый микроэлементами и веществами рацион, чтобы ваше тело богато насыщалось нужными результатами, да, там вот, всеми этими веществами, но не слишком богатыми, да, например, по девятке пентаклей пережевывать пищу нужно не спеша. Быстро есть, это плохо. Почитайте, как у Кастанеды, допустим, там было, да, или вот такой есть фильм, это тоже такая кастанедовщина, конечно, но тем не менее там есть хороший пример, называется «Мирный воин». И вот там такой сенсей, да, учитель, учил молодого парня, спортсмена, тут спортсмен увидел тарелку с фруктами и давай быстренько в себя все это пихать, потому что голодный был. Вот его учит, ты кушай не спеша, потому что в организм эти калории поступают с нужной скоростью, и насыщение процесс медленный. Физическое тело у нас процесс медленный все. Разум хочет еще есть, да, а тело уже наелось, но сигнал доходит медленно от желудка к мозгу, что все, я наелся.
Вот. В общем, там аспектов по бодипозитиву, по поддержанию своей фигуры в правильном, в удобном, в здоровом, в здоровой форме, там тоже много этих всех аспектов, понимаете? Вот. Все, я на работу, нужно немцев организовывать. Всем приятного общения, замечательный человек. Ой, талантливым тарологом, спасибо, прям как вы меня хвалите. Желаю удачи вам, Татьяна, и в ремонте удачи, и в организации немцев. Ничего себе, немцев. Я думал, что немцы сами кого угодно могут организовать. Удачи вам с вашими немцами. Так. В отношении денег, девятка кубков о чем говорит? Нравится человеку? Человек получает удовольствие от той суммы, которую он зарабатывает. Ему хватает на то, что ему лично надо. Допустим, мужчина по прямой девятке может считать, а что, нормальная работа, работаю там каким-нибудь, не знаю, сантехником. Мне хватает на то, чтобы жить, допустим, в какой-нибудь в бабушкиной квартире, которая осталась там как наследство. Деньги небольшие, но ему на удовольствие жизненное хватает. Там, ну, купить какую-то одежду, машину ему незачем, допустим. Вот есть у него там какой-нибудь компьютер, и играет он вечерами в какие-нибудь танки, да, ну вот, и ему хорошо там, холостяк такой живет, сам себе, ему на жизнь хватает. Вот это такая сумма, которая вас устраивает, в принципе. Устраивает, но вы понимаете, что это не максимум. Да, это сумма, которая вам нравится, скорее. Вот. Есть более четкое ощущение того, что вам на самом деле хватает. Это уже в десятке пентаклей. Вот там есть ощущение того, что вам хватает на самом деле столько, сколько вам нужно для безбедного, счастливого существования, такого, которое вам на самом деле нужно. Об этом в следующей лекции мы будем говорить, да? По девятке кубков, если речь идет о деньгах, то это столько, сколько нравится человеку. Не столько, сколько ему на самом деле нужно, а сколько его устраивает, да? Перевернутая девятка, это, конечно, когда мужчина там зарабатывает какую-то 1000 евро, да, а жена такая думает, елки-палки, нам бы машину новую, да, детям обувь, ремонт сделать, еще что-нибудь, а у него там какая-то 1000 евро жалкая, да, ну, что делать-то? Вот. А мужчине нормально, говорит, что, на поесть хватает, у меня вон джинсы есть, да, и ладно, куртку я уже 6 лет ношу, ну так хорошая куртка, теплая. Че, зачем мне новая? Мне и так нравится, нормально. Это, конечно, карта перевернутая тогда. То же самое и в сексе, да, если мы вот о сексе можем говорить, раз уж там о деньгах речь зашла. Вот человек в постели получил удовольствие, ну ему нормально. Ему нормально. Но эта карта перевернутая, если он только для себя старается. Но если он без претензий лишних, да, вот ему нравится партнер. Главное, что ты мне нравишься. Красивая ты, некрасивая, неважно. Главное, что ты устраиваешь меня. Можешь ты там какие-то фортели в постели выписывать, не можешь. Главное, что мне хорошо и все. Вот. Это вот тот же самый бодипозитив, только на уровне сознания уже. Что есть, то и хорошо. Но всегда остается ощущение, что но может быть и лучше. Потому что девятка это всегда намек на будущее. Всегда ощущение того, что что-то есть еще и в десятке. Что там есть как бы, ну скажем так, если по сексу говорить, да, раз уж такая тема. Ну да, надо Монару. Надо курс делать срочно, потому как вот чувствую я, что вам прям вот... Чувствую ваши вибрации, я чувствую, что вам нужна Монара. Да. Шутки шутками, но по девятке кубков, да, человек испытывает оргазм, да, ему нравится, хорошо, и неважно, партнер, извините, кончил или нет. А по десятке это совместный оргазм. Это когда обоим хорошо, нам с тобой вдвоем вместе, что может быть еще лучше. Да? Вот как-то так, в общем и целом. Конечно, по девятке кубков надо сначала
о себе подумать. Потому как если ты будешь думать только о партнере, о себе забудешь, это тоже плохо. Окей. Вот как-то так. Такие у нас девятки. Такие у нас девятки. Сколько у нас там? Ну, нормально. На 1,5 часа. Девятки достаточно простые карты, поэтому тут растягивать на какие-то там 2 часа уже смысла, я думаю, нет. Вот. Так что будем на этом потихонечку закругляться. Ставьте лайк, если понравилось. Сейчас где-то через полчасика, в течение часа выйдет видео с этой лекции, да. Туда зайдите, поставьте лайк, прокомментируйте. Неважно что. Вот. Важно, чтобы YouTube видел, что видео вам нравится. Ну и этим вы очень поможете поддержать канал, немножечко его в раздаче поднять. Вот. Зададим немножко вожжей под хвост YouTube. Добре, хорошо. Спасибо, мужчины и девушки. Спасибо за вопросы. Спасибо за то, что были на эфире. Ну и увидимся с вами. Я надеюсь, я не могу обещать, но надеюсь, что увидимся в четверг. Будут у нас десятки. На этом мы закончим младшие арканы. И карты двора, да, будут тоже. Тоже будут карты двора, конечно. Ну куда ж без них, как мы так оставим 16 таких прекрасных карт без внимания. Хотя там уже все предельно просто. Там просто нужно чувствовать стихии. Вот. И понимать, что каждая карта, она говорит о контроле ситуации человека. Как человек понимает, как человек чувствует ситуацию, как он ее контролирует и как он, ну, умеет получать от нее удовольствие, что ли. Эмоционально реагирует на эту самую ситуацию. Вот. Спасибо вам за ваши повторы. Спасибо, повторы. За комментарии. Повтор. Ну, не знаю, зачем повтор. Хорошо. Увидимся в четверг. Всем пока.